Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 10 по 20 ноября. Давайте узнаем, что ждет в этот период. А я бы еще сказала, что или кто неожиданно появится. Может быть, что-то и изменится, мои дорогие. Или с чем или с кем будут связаны эти неожиданности. В целом же это как неожиданности в стиле дежавю или какого-то ретро, потому что период с 10 ноября будет связан с пересмотром или продолжением чего-то нам уже знакомого. И это будет связано с Ураном, который вернулся в знак зодиака Тельца, где пробыл предыдущие 7 лет. И вот возвращается на полгода и в той или иной мере будет оказывать влияние и на ваш знак зодиака тоже. Хоть вы и не принадлежите к знакам зодиака стихии Земли или воды, именно на эти две стихии или на эти знаки зодиака Уран в Тельце, вот этот возврат будет влиять на нас особенно активно. Но у вас могут быть люди из ближайшего окружения, контактные лица и даже переменные в судьбах тех людей, которые вас окружают. Пусть это не вы инициировали, но каким-то образом будут оказывать влияние и на вас тоже. И в зависимости от того, что мы увидим или услышим, от контактов, каких-то важных бесед, разговоров, мы тоже будем что-то корректировать. Давайте с вами узнаем. Первая колода. 78 дверей по традиции. Открыты двери или закрыты? Куда-то, может быть, и сами не пойдем. Но, наверное, принципиальное значение еще ключи. Как открыть эту дверь? Давайте узнаем. 3 знака судьбы, 3 карты, потоковая информация, без вопросов. В какую стезю, в какую сторону эти знаки нас поведут? Может быть, это как сфера жизни, где вам доведется принимать важные решения. 3-й знак судьбы. И неожиданности. Что есть эта неожиданность? С чем она связана? Что неожиданно появится, откроется? Может быть, и тайна какая-то, информация неожиданная. Или кто? Неожиданность для весов. И к чему все идет? События, которые вот-вот придут на ваш порог. И если это идет, так к чему же придет? Какой заключительный, может быть, аккорд нам доведется делать? Или, в принципе, что нас ждет, что будет меняться? Для чего все это было нужно? Как это окажет влияние на вашу жизнь? И по основным сферам жизни. Сфера любви, взаимоотношений и личной жизни в целом. Сфера финансов, ваши достижения, у кого-то работа, у кого-то здесь могут быть важные согласования, встречи, документы, у кого что. Первый знак судьбы давайте откроем. Можно завершать, правда? Раньше бы так и сказали. Тебе выпало солнце, иди, у тебя, дорогой, все будет хорошо. Пусть, конечно, что-то вам придется корректировать, об этом сразу говорит карта, потому что солнце иногда это ассоциация с нашим эго, мои дорогие весы. И если мы будем чересчур на чем-то настаивать, это нам существенно помешает. Или помешает осуществить цель, намерение, выполнить какой-то план. Поэтому себя придется, где-то собственное настроение причесывать, быть дипломатом. Это факт. Но если мы говорим время ясности, солнце, может быть, была какая-то тема запутанная или вопрос, вот он может проясниться, старший аркан. И я должна сказать, в преддверии, когда в конце апреля 26 года Уран перейдет в знак зодиака Близнецы, а это уже ваша стихия, вот там другие возможности. Вот там для вас, понимаете, полный вперед какой-то будет. Но сейчас, может быть, настало время подвести баланс под тем, что вы уже прожили, тем, что вы уже прошли, как бы, да. Есть что-то очень важное, что вы должны для собственного прогресса взять с собой в будущее. И, может быть, вот вы с этим будете как раз определяться. Но, повторюсь, Солнце, конечно, это карта радости, карта возможности, карта изобилия, где-то процветания. Или, когда у вас получается осуществить какое-то дело, что-то вас будет, как минимум, в эти 10 дней, как знак судьбы с 10 по 20 радовать. Но это как-то нужно переложить именно на новую возможность с продолжением. Второй знак судьбы. Ну, правда, тут нельзя обособиться.
Тут нельзя себя в какие-то рамки заключить буквально, только лишь потому, что так вот эго велит. Ну, есть такой подсмысл, четко говорят карты. Тут даже не зная карт, дверь закрыта, а тут альтернативные какие-то от вас требуются решения. И если мы себе, опять же, из-за нашей какой-то предубежденности будем думать, как, знаете, вот в одном направлении. Мне нужно попасть вот в эту дверь. Вот как эта девушка, да? Девушка большая, дверь маленькая, дверь не вырастет, девушка не уменьшится. И если поставить альтернативно, мне не в дверь в эту нужно попасть, а мне туда, вот в это пространство. И тогда мы сразу увидим, что на самом-то деле то, что нам вчера мешало, нам сегодня помогает. Вот этот рост, да, девушки буквально, ведь ей позволяет не только перемахнуть или перелезть даже через этот забор, а еще и как разведку произвести. Вот именно то, что вчера мы думали, для нас помеха, а сегодня это нам помогает. Может быть, это какой-то своеобразный кризис. Все-таки мы все разные. А карта – это общий прогноз. Давайте будем реалистами. Всегда об этом говорю. Мы больше с позиции позитивной психологии с вами рассматриваем карты. Но, может быть, даже у кого этот кризис, ведь это всегда начало. Мы часто не видим этого. Нам кажется, закрылась эта дверь, словно захлопнулась. Но на смену этой закрытой двери открывается другая. И вот как будто маленькая дверь закрыта, а пространство, оно в вашей власти, мои дорогие. Вот тут какое-то важное решение вам надо будет принять. Причем то, о чем вы не думали. Расширить собственные горизонты – основная задача. Горизонты контактов. Может быть, позволить новым людям войти в вашу жизнь. Может быть, и придется искать какую-то информацию, да, вот как разведку эту производить. А может быть и такой момент. Вот как стоит этот забор, да. Ну и пусть даже, если мы не можем его вот так запросто взять эту высоту или перемахнуть. Ну, подойти к этому забору мы можем? Можем. Заглянуть можем? Можем. В конце концов, мы можем перелезть. Я к чему? Так иносказательно. Представьте, что есть перед вами преграда, а вы вот находитесь где-то здесь. И если мы думаем, что я сейчас вот возьму какой-то реванш и такой оп, и перемахну, да? Может быть, с того этапа, где мы сейчас находимся, нам это кажется невозможным. Тут нужно рассматривать не с позиции вот именно прыжка какого-то, преодоления вот этой высоты. А когда так потихонечку, мои дорогие весы, нужно подобраться к этому забору и, правда, перелезть через него. И это для вас будет тоже солнце. Я надеюсь, вы меня понимаете. Если мы какую-то нашу цель разбиваем на более мелкие этапы и при этом готовы корректировать, да, в зависимости от обстановки или услышанного, тогда нет ничего невозможного. Вот нам об этом говорят карты. Знаки судьбы. Знаки судьбы. Карта императрица. Статусная карта, смена статуса. Для кого-то, может быть, серьезные вопросы по части личной жизни, любви, сотрудничества. У кого-то, мои дорогие девочки, кому это импонирует, откликается и по возрасту, и по поставленным целям, желаниям. Я жду ребенка. Может быть. Мои дорогие мужчины, ваша любимая женщина ждет ребенка. И здесь тоже какая-то перестройка. Вполне вероятно. Такое я не исключаю. Понятно, не для всех, но для кого-то это будет тема номер раз. Дверей закрытых нет. Вы сами открываете, ну вот у нас приоткрыта дверь, да, и эта императрица сама регулирует, кому открыть, кому закрыть. Конечно, это карта помощи, но это еще и карта, если мы говорим, императрица плодовитость, да, проходит, то вот плодовитость на планы, на желания, на свершение новое, на какие-то творческие инсайты. А среди вас очень много творческих людей, поэтому какая-то перезагрузка. Посмотрите, едва ли не лучший какой-то дуплет у нас, да, получился. Солнце, императрица, когда нет ничего невозможного. Но методы придется менять. Где-то, может быть, пересматривать вашу помощь, кстати. Может быть, методы придется менять даже в отношении того, кому вы помогали. Вот. Потому что вы сейчас для себя тема номер раз. Может быть, какая-то денежная составляющая. Вам придется это тоже пересмотреть. Иначе мы можем себя как вот за этот забор поместить. Нет ресурсов тогда будет.
Тут правильное приложение ресурсов и какой-то, может быть, расчет по времени или ваш план, намерение, цель. Вам нужно разбить на мелкие составляющие, а может быть иметь план А, план Б, план С, чтобы в конечном итоге вот это солнце было достигнуто. Неожиданности. Влюбленные. Договариваться придется. Дипломатом быть. Сепарация только иллюзия. Тут объединение какое-то в неожиданностях может быть. Может быть, это та возможность, когда вы даже какую-то сложную ситуацию должны преодолеть. Иными словами, вот мне, на мой взгляд, так красочно обрисовывала, описывала вот этот забор, который даже если перемахнуть не можем, то надо перелезть. Может быть, это вам себя придется на что-то уговаривать. Вот, кстати, я такое вполне могу предусмотреть. Но это ведь, знаете, старший аркан. И у вас 3 старших аркана из 4 карт. Так вот, эго может помешать, это точно. Достичь мира какого-то, достичь согласия, достичь сотрудничества, достичь какого-то очень красивого продолжения. И причем как минимум, ну, месяцев на 6-8. Ведь карта Солнца– выбор правильного направления. Вот вы как будто определяетесь в эти 10 дней, какое направление вы берете. И последующая траектория будет зависеть от того, как вы сумеете договориться, преодолеть какие-то барьеры, правильно рассчитать свои собственные силы, но и будете дипломатом. Вообще, я должна сказать, это время вашей силы, мои дорогие, потому что дипломатия– это ваш, ну, как конек, да, говорят, или ваша сильная позиция, ваша сильная сторона, и, может быть, даже сложными, непримиримыми людьми, а может быть, мои дорогие весы, даже с теми, которых и видеть не хочется. Но вы вот так вот мудро подойдете к решению проблемы и поймете, да, где-то это неожиданно, но для меня будет больше бонусов, и если я возьму какой-то, как минимум, нейтралитет. И к чему это все идет? События, которые на пороге. Изобилие, процветание, нам опять говорят, получение, может быть, денег, вот именно в эти 10 дней или какая-то денежная составляющая, которая касается вашего творчества, вашей работы, вашего статуса. Но вообще, посмотрите, такие волшебные карты. Но девятка есть по нумерологии, это всегда момент перехода, как развилка между прошлым и будущим. И нам говорят, что да, есть, в принципе, вариант остаться более чем довольным по какой-то финансовой стратегии или траектории, или конкретно получению денег, может быть, какой-то крупной суммы денег у кого-то и так, но это нужно переложить, вот иными словами, вот эти ресурсы, которыми вы сейчас располагаете, их нужно опять же продолжить, потому что впереди что-то будет меняться. Вот, может быть, для этого вам нужна дипломатия. Вы чего-то пока еще за этим забором не видите. Вы не видите, может быть, каких-то договоренностей, которые, ну, даже банально, я приму такой пример касаемой работы. Вы не знать можете пока еще, да, как не видеть за пределами вашего влияния, внимания могут находиться те процессы, как договоренности на высоком уровне. Может быть, среди руководителей. Может быть, намечается какая-то реструктуризация. И вот руководители наблюдают, допустим, за своими подчиненными. Ну вот я банальный такой пример. Кто как справится с той работой, когда уже эта реструктуризация или какие-то изменения пройдут. И вы этого не видите, поэтому и важно быть дипломатом, как будто представить свои ресурсы во всей красе. Может быть, это готовность к тому, что вы готовы сглаживать какие-то острые углы, как раз и даст вам словно фору вперед или подчеркнет ваше преимущество на договоренностях, и это для вас откроет совершенно новые перспективы. Но я как вариант, но что-то подобное может быть в любой сфере жизни. Вот есть то, что мы пока не видим. А тем не менее, потом мы себе скажем спасибо. Тут именно продолжение какое-то следует. И вполне вероятно, вот это солнце. За последующие 6-8 месяцев вы узнаете и новости, и разовьются еще события. Поверьте, мои дорогие весы, через договоренность открываются возможности. У вас с этого периода времени, буквально вот с ноября или, может быть, с этой декады, открываются такие перспективы, которых вы пока не видите. Но есть
возможность и способ сказать себе спасибо. Так вот, что же нас ждет, что будет меняться? Система взаиморасчета. Может быть, и где-то мы, может быть, даже нам будет объявлено до конца 2025 года система финансовых, может быть, как электронные деньги, да, и неважно, в какой стране мира вы живете, к этому мы, цифровизация, да, к этому все идет. И здесь будут какие-то пересмотрены, кстати, законы, какие-то положения. Мы можем тоже этого не видеть. Но здесь это еще нам говорят о том, что ты должен сохранить то, на что ты влияешь, потому что это консерватор. Это тот, который умеет создавать буквально деньги или делать деньги. Это люди самостоятельные. Это люди, кстати, надежные, чего вы не видите. Может быть, даже сейчас где-то по окружению вы пересматриваете окружение и думаете, на кого я могу рассчитывать. Вот для вас будет правильно, как разделить людей надежных на тех, которым не стоит доверять, или окружить себя людьми надежными. Может быть, это конкретно все-таки персональная карта. Люди, которые рождены под знаком зодиака стихии Земли. Вообще, если по Урану в Тельце, вот это где-то об этом нам тоже говорят. Может быть, это кто-то, который, ну, как человек, который обладает некоторыми консервативными взглядами, но тем не менее, может быть, вот эти консервативные, как устои, традиции или какая-то система, она пусть и будет где-то трансформироваться, да, но это возможность от чего-то оттолкнуться. Вообще это сильная позиция. И поэтому это может быть как смена вашего статуса, правда? Иногда это и по семье, потому что это супруги проходят, да? И поэтому с учетом карты императрицы, правда, личная жизнь будет меняться. Может быть, и вы, кто-то из вас, мои дорогие весы, вы окажетесь даже в другой как бы обществе или на другой ступени системы иерархии. И уже находясь среди нового окружения. Даже если вы сейчас один или одна, изменится ваша личная жизнь. Вот и такое может быть. Но вообще это благополучие, изобилие, процветание. Где-то в этом направлении. Давайте узнаем, что ждет или чего ждать в сфере личной жизни. Ну, договариваться придется. Правильная работа с информацией. Пятерка жезлов нам говорит о том, что разрозненная информация и фильтруй, перепроверяй. Или в людях даже, да? Доверяй, но проверяй. Есть какая-то путаница. Мы можем включиться в то, что нам пообещали. А в итоге человек как поменялся. Или информацию мы слышим. Нам кажется, это правда. Где-то эта информация может совпадать с тем, как мы это представляем. Может быть, тут не совсем нам про любовь говорят. Жезлы, дела, работа, бизнес и откуда к нам приходят деньги. И, возможно, эта карта больше олицетворяет какие-то ваши задачи, задачи вашей личности. Поэтому в целом перепроверяйте информацию. Может быть, это у кого-то касается, даже вот вашей семьи, да, и то, что вы, планы семейные, планы вашей пары, что вы хотите осуществить. Вы ищете какие-то механизмы, да, чтобы именно ваше желание сбылось. Ну, тогда примите во внимание, что вот эта сбивчивая информация, она тоже может быть. То, что мы думали вчера, оно может совершенно видоизмениться. Но давайте мы узнаем, это по поводу чего. Туз мечей, да. От чего-то вам придется отказаться, потому что это нецелесообразно. Вы можете, кстати, решить, я допускаю, все же мы все разные. Если смена статуса, ведь у кого-то обратная ситуация, да, может быть, у кого-то разводы, растут с мечей. Была, может быть, прежняя история, когда-то была история любви, но потом взаимопонимание было утрачено, и у кого-то слушания в судах. Вот здесь что-то тоже движется к знаменателю. Но движется к знаменателю, вам это точно, лабиринт какой-то заканчивается. По тузу мечей однозначно. Но это значит, что какое-то одно направление мы выбираем, а куда-то мы не пойдем. У вас закрытых дверей, по сути дела, ведь нет. Да, что-то надо пересмотреть. И, может быть, как раз вот этот отказ, да, он и будет где-то связан вот с этой маленькой дверью, куда нам и не надо. И это каким-то образом касается либо личной жизни, либо вашей личности. В конечном итоге праздник будет. Вам придется корректировать свои планы. Это касается, может быть, либо личной жизни,
либо вашей личности, и это будет связано с деньгами и работой, а то и все вместе, мои дорогие. Но то, что информацию нужно перепроверять, то это факт. Тут, знаете, в принципе, могут быть все сферы, как и любовь, и деньги, и ваши планы, проекты. Все перемежается в эти 10 дней. Но все же, что же там, чего ждать в сфере финансов? А вот чего-то не упустить. Тут есть какая-то явная возможность, а мы как будто ее не видим. Может быть, и есть какой-то кризис. Вот я все то, что говорила, где-то карты это повторяют. Что это такое? Вверху, кстати, девятка кубков, карта денег. Но, видимо, от вас потребуются вот эти какие-то альтернативные совершенно действия. Иначе так мы и будем смотреть в 3 пустых кубка. Или чего-то ждать. Хотя по этой карте может быть и деньги, которые долгое время, а вот вы их заработали, а они где-то задержались. Или была какая-то путаница с деньгами. Мы ждали долгое время, чтобы она разрешилась. Но это по поводу заработанных денег. Тогда вы их получите. Но от вас-то тоже должны исходить какие-то, ну, такие рациональные решения. И это где-то король мечей и туз мечей. Вам явно придется принимать какое-то однозначное решение. Причем правильно работать с информацией. Король мечей ведь это где-то карта интеллекта. Поэтому чувств, кстати, только праздник нам выпадает. Но пока до этого праздника, видимо, иногда регламент проходит по семерке пентаклей. Может быть, и придется работать с документами, что-то перепроверять. Может быть, и договариваться. Может быть, с учетом вот этой карты четверка кубков, какую-то прежнюю ситуацию пересматривать, кстати. И тогда, правда, кризис – это возможности. Но вы как можете поставить в чем-то точку, и для вас какая-то ситуация будет прояснена. Так что же в конечном итоге по деньгам? Тут не просто будет прояснена, тут явно был какой-то минус, было какое-то разочарование. И все то, что я долго говорила, а тут может получиться плюс. Но это все от ваших действий и разумных решений. Тут не само по себе это происходит, потому что по этим картам, если мы ничего не предпринимаем, словно оглядываемся назад или пользуемся прежними методами, ситуация вряд ли будет меняться. Вам себя придется перестроить. Поэтому интеллект. И слушайте где-то интуицию, мои дорогие. Интуиция ведь по большому счету что это? Это интеллект и прежний опыт. И мудрые решения, и мудрые согласования. Ну и какой-то опыт, пусть даже отрицательный, но он тогда вам помогает не наступить еще раз на какие-то прежние грабли. Ваши достижения. Я должна сказать, что вы должны, словно для самих себя должны, сконцентрироваться на чем-то одном. Здесь есть какая-то многозадачность. По десятке жезлов есть и рутина. И карта говорит, с одной стороны, делегируй какую-то мелкую рутину, мелкие какие-то дела, обязанности тому, кто это призван делать, либо кто это может сделать сам. Потому что время наступает, как в спорте, прибавить в конце, да, вот есть такой момент. Ну, пусть, словно как второе дыхание должно открыться, но мы что-то именно свое должны довести до ума. И если мы будем эту энергию распылять, ничего не получится. Вот, кстати, где-то вот эти две карты, как бы на две сферы жизни, личная жизнь и финансы. Тут, правда, многозадачность какая-то может быть. Словно навалилось все вместе и сразу. Ну, тогда примите во внимание, этот гордиев узел вы сумеете разрулить. У вас для этого ресурсы. Вам как высшие силы помогают. Тут что-то и будет проясняться. Просто от вас потребуют других методов. На чем-то вам сконцентрироваться надо. И сил тогда хватит. Может быть, потом наступит тот период, когда вы можете отдыхать, кстати. Иногда эта карта говорит, пересмотри режим труда и отдыха. Уставшие люди делают ошибки. А может быть, разгрести вот эту рутину отчасти, и пусть это делает кто-то другой. Вы высвободите ресурсы, и тогда тоже останетесь довольны. Но о себе никак нельзя забыть, мои дорогие весы, потому что карта императрица. Это ведь тоже баланс. Себе не сделает что-то во вред карта императрицы, ну, как бы императрица, потому что она заботится и о собственном имидже, и о собственном здоровье. А собственное здоровье-внешний вид.
как мы себя позиционируем в обществе. Кто-то из вас может задуматься, а не поменять ли мне имидж. Потому что имидж – это как первое восприятие нашей персоны окружающими людьми. И оно такое очень, знаете, четкое, как будто проникающее в сознание людей. И вот вам этот шаблон тоже нужно сломать. Тогда придется действовать по-другому. Так, как от вас никто не ждет. Но с позиции дипломатии. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю за ваши прекрасные, волшебные и душевные комментарии. За вашу спонсорскую помощь и поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.